Друзья, сегодня мы отправимся в мир кулинарии и приготовим настоящую классику ресторанной кухни – тартар из говядины. Нежнейшее мясо, правильные специи и красивая подача – это ключевые моменты для идеального тартара. В данном видео я вам покажу и расскажу, как его сделать дома. Как всегда, следите за руками, а мы поехали! Для хорошего тартара важно выбрать правильное мясо. Лучше всего подойдет филе миньон, ну или вырезку. Можете взять также тонкий край. Мясо, которое имеет много прожилок, не подходит под данное блюдо, потому что нарушит его нежность. Выбирайте свежее мясо ярко-красного цвета, который пахнет хорошо. Если вы видите на мясе пленки, их нужно убрать, потому что они будут мешать нашему идеальному тартару. Вот наши пленочки, и так слегка с нашим ножом просто их убираем. Вот эти прожилки мы уберем уже, когда разрежем вот так поперек наше мясо. И вот эта прожилка, она очень твердая, поэтому мы ее убираем. Смотрите, какие прожилки, они очень твердые, и они будут жеваться очень-очень сложно. Поэтому нам нужно избавиться и от них. И оставить чистенькое, нежненькое мясо. Нарезаем мясо вручную, небольшими кубиками. Это позволит сохранить текстуру и подчеркнет вкус мяса. Использование ножа – это классический способ для идеального тартара. Я знаю, что в некоторых ресторанах могут пропускать мясо через мясорубку. Если вы этот способ возьмете, то берите крупную мясорубку. А сейчас нам нужно нарезать наше мясо на вот такие филейки. Видите, какое нежное мясо, без никаких прожилок, без никаких твердых частей. Это просто очень-очень классная часть мяса. Нарезали часть. И следующий наш шаг. Каждая одна филейка нарезать на полосочки, тоже небольшого размера. И так поступаем с нашей следующей филейки. Первая партия наших филеек уже готова. Теперь мы их собираем в кучу и режем на мелкие кубики. Достаточно мелко. Посмотрите, какие у нас мелкие-мелкие кубики получились. Очень маленькие, где-то, наверное, по полсантиметра. Вот такие кубики у вас должны получиться. Теперь поступаем то же самое со вся другая часть мяса, которая нам осталась. Наше мясо уже готовое, но я всегда после нарезки делаю чуть-чуть махинации с ним. Я беру нож и, как оно его в кучу, просто пару раз вот так прохожусь через него. Все. И отправляем в миску и приступаем к следующему шагу. В ход пришел лук. По правильному рецепту нужно брать лук-шалот, только он менее агрессивный. Но если у вас его нету, то можете взять красный лук. Он тоже более спокойный, чем наш обычный репчатый. Я взяла обычный красный лук. И нам нужно его тоже нарезать на мелкие-мелкие кусочки. Я разрезаю луковицу пополам и разрезаем на маленькие вот такие филейки, лепестки. Не знаю, как называть. Короче, на маленькие вот такие слайсики. Разрезаем не до конца, поэтому попку мы не убираем в никаком случае. Дальше мы делаем вот такие разрезы. И начинаем мелко-мелко это все шинковать. Вот какие мелкие кусочки у нас получились, но на это я не останавливаюсь и повторяю такую же процедуру, как я делала с мясом. Собираю все в кучу и пару раз так прохожу с ножом. Видите, я даже не плачу, потому что он не такой дерзкий и резкий. Отправляем готовый лук к нашему мясу. Теперь мы поговорим по поводу огурцов. Я беру маленькие огурчики, так как они не такие водянистые, как если вы берете более большие в банках. Мне они больше нравятся, они более подхрустывают, поэтому мой выбор именно на них. Тоже их режем мелкими кусочками, кубиками. Посмотрите, какие у нас маленькие кубики огурчика получились. Это очень финная нарезка, такая должна быть для тартара.
Прежде чем мы продолжим дальше, нам нужно тарелку охладить, потому что тартар подается на охлажденную тарелку. Так как у меня достаточно большая тарелка, я ее просто поставлю в холодильнике, но вы можете ее поставить в морозилке, тогда получится даже лучше. Обычно тартар в более дорогих ресторанах подается соусом ремулант, но мы пойдем по упрощенному пути и добавим все ингредиенты прямо в тартаре. Это придаст блюду более насыщенного вкуса, но и сэкономит наше время. Добавляем майонез. Я добавляю соевый соус, и после этого мы не солим в никаком случае тартара. Для пикантности вы можете взять либо табаско, ну если вы, конечно, любите пикантность, если не любите, можете без него. Но я люблю, поэтому я беру просто сухая приправа пири-пири, так как у меня табаско нет. Чуть-чуть. Столько хватит. И обязательно нам нужна французскую горчицу. Это горчица, которая в зернышках. Мы берем вот такая ложечка и добавляем. Теперь нам нужно это все размешать так, чтобы все ингредиенты объединились в одно. Ой, простите, я забыла черный молотый перец, ну куда же без него. Теперь мешаем все. Мы смешали все ингредиенты, теперь нам нужно охладить мясо, а после этого заняться с подачей. Все будем делать через металлическое кольцо. Кушать, кушать, кушать! Наш тартар готов. И посмотрите, насколько он просто фотогеничный. Он очень красивый. И если вы заметили, на видео я сделала углубление в серединке. Это для того, чтобы когда яйцо, ну, желток мы ставим, чтобы он не гулял. Давайте мы его попробуем. Так, нам нужно яйцо чуть-чуть вот так расплёкать. Ну и, конечно, перемешать. И то, что мы старались сделать, мы его красиво рушим. Пробуем. Это обалденно, ребята. Он очень вкусный, очень нежный, просто кайфово. Если вы любите тартар, как я, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч. Пока!